Глава 4. Начало поиска. Вернувшись в замок и поставив лошадь в стойло, поднялся в кабинет. Итак, что я имел? Да по большому счету ничего. Что оставалось делать? Сидеть в замке на болоте и ждать от моря погоды? Около месяца провел безвылазно в замке. Тренировался на тренировочном поле, перелистал тонну книг, от художественной литературы до различных научных трактатов. Книг с кулинарными и алхимическими рецептами, книг с описанием различных животных, насекомых, птиц и разумных рас, от их происхождения до анатомии. Также различных книг по магии. Наткнулся на одну занимательную книжку про бесчисленное количество измерений. В кабинете с шаром обнаружил записную книжку, из которой узнал, что замок не привязан ни к какому измерению, что он может перемещаться не только по текущему местоположению, но и прыгать по измерениям. Также, что для большого выбора количества измерений нужно, чтобы в замке было много энергии. Чем больше энергии, тем больше измерений, доступных для путешествия. Эта энергия, как я понял из книги про измерения, очень редкая. Она может находиться как в камне, лежащем на дне реки, так и в оружии какого-нибудь легендарного воителя, как в гусенице, грызущую листок, так и в человеке. Эта энергия притягивает, она обладает некими мистическими свойствами. Поэтому обладатели, носители этой энергии, используются различными религиозными организациями в магии и колдовстве, или пользуются всеобщим вниманием и восхищением, или же просто лежат в сокровищницах или чьем-нибудь кармане, подальше от любопытных глаз. Разобрался более-менее с сенсорным шаром. Прыгать по измерениям замок не мог. На экране горела только одна точка этого измерения, там, где находился замок на данный момент, и больше ничего. Наверное, не хватало энергии, исходя из логической цепочки рассуждений, для активации перехода в другие измерения. Зато в этом измерении мог поставить замок где и куда угодно. Мог видеть в этом овальном шаре любой участок этого мира и приближать объекты в нем, от пчелы, сидящей на цветке, и отдалять до вида этой планеты из космоса. Насчитал 11 материков. Здесь было еще несколько рас, помимо людей и лягушек. Мир был покрыт зеленым ковром, сплошные леса. Были тут и пустыни, и на полюсах льды, и огромные болота. Но лес был кругом, и это было понятно. Плотность населения разумных существ и их поселений был мизерной. К тому же, судя по инфраструктуре, здесь было средневековье в нашем понимании, насколько я понял при рассмотрении какого-либо редкого поселения, которое мне удавалось найти. Также на экране можно было найти и саму энергию. Только энергия как бы растекалась по довольно большой площади от носителя. Это то же самое, что искать иголку в стогу сена. Но хотя бы можно было найти этот сток. Пятна энергии были разных размеров. Их было довольно много в мире. Сидя на стуле и уставившись в потолок, я думал, а не может ли одно из измерений быть моим домом? В голове мыслей и решений больше никаких не было. Я принял решение прыгать по измерениям, в надежде найти свой мир. А для этого надо было набрать достаточного количества энергии. Так с чего бы начать? Начал изучать шар. Было одно пятно недалеко, по размеру меньше средних пятен, но больше самых маленьких. Развернул в экране карту этой местности, прикинул примерно середину этого пятна. Там оказался город. Так как город находился не очень далеко, сравнительно недалеко, решил отправиться туда на лошади. Невесть откуда взявшийся замок мог, наверное, вызвать недоумение у населения. Я не знал, как тут дела с летающими замками, да и вообще про этот мир, кроме картинок на экране. За все время, которое я торчал на болоте, сюда ни одна живая душа не наведывалась. Хорошее и укромное место, поэтому решил оставить замок, переставив его немного подальше от деревни. Нарисовав карту местности, по которой я планировал путешествовать, подумал, как же я буду искать источник энергии. Рассматривая город, не нашел ничего такого, что указывало бы на нее.
Может, где и было написано про то, как искать и какие вещи нужны для поиска, или указывающие на источник. Но книг было очень много. В поисках решения проблемы направился в башню с пиктограммами. Амулеты, талисманы, кольца, различного вида кристаллы, сверкающие камни, кости, чучела, таблички с рунами и много чего еще находилось в той башне. И что мне из этого нужно в поисках энергии? Ничего умного не придумал. Покидал в мешок небольшие предметы. Немного того, немного этого. Теша себя надеждой, что, прибыв на место, что-то из того, что я взял, может пригодиться. Прошло пару дней, как выехал из замка. За время моего путешествия мне попадались только дикие животные, пока под один из вечеров не заметил костер. Направился к нему. Возле него сидело 4 человека. Судя по запаху, жарили мясо. Услышав шаги моей лошади, они резко повскакивали. Один из них схватился за лук, кто-то за копье, а кто-то за меч. Поднял правую руку в виде приветствия и, показывая, что в ней ничего нет, не доезжая до них, остановился. «Добрый вечер», – начал я. «Извиняюсь, что оторвал вас от трапезы. Хотел узнать, в правильном ли направлении еду к городу». Они переглянулись. «Да, в верном», – ответил один из них. «Сами туда идем. Хотим поступить на службу». «Как там, война еще идет между братьями?» «Да, идет», – кивнул головой тот, с кем я начал разговор. «Если хотите, можем вместе поехать в город. Вместе безопаснее». Оглядев их честные, открытые лица, отказался от их предложения. Махнув рукой в знак прощания, продолжил путь. Утром наткнулся еще на 3 человек, несущих инструменты. 2 мужчин и 1 женщину. Это были крестьяне одного из селений, находившихся неподалеку от города. Они шли на заработки в город. Как правило, они специализировались на стройке и ремонте домов. Разговорившись и найдя общий язык, присоединился к ним. Крестьяне были только за. Из-за войны патрулей стражников гораздо поубавилось. Бандиты, грабители, нежить, да и обычные дикие звери. В общем, крестьянам со мной было явно поспокойнее. Крестьяне остановились для перекуса и отдыха в обед. Отказавшись от еды, предлагаемой ими, прикорнул возле дерева. Я стал замечать, что отдыхать мне больше нравилось днем, а вот ночью был какой-то прилив активности. Расспрашивая крестьян, так и не смог выяснить про интересующий меня предмет в городе, в поиски которого я отправился. «Выдвигаемся, господин рыцарь», – растолкал меня крестьянин, прерывая мою обеденную дремоту. «Завтра к этому времени должны быть в городе». Шли весь день, временами останавливаясь на кратковременный отдых. Наступал вечер. Крестьяне начали задумываться о ночлеге. Решили отойти немного от дороги и расположиться на опушке леса. Рядом протекала речка. Крестьяне разожгли костер, перекусили и завалились на боковую. Один из них остался вести дежурство, присев у костра. Накинув плащ на голову лошади, чтобы ночью она не напугала крестьян, высыпал из мешка вещи, которые взял в магической башне. Начал их перебирать, вертеть, натирать, в общем, колдовать над ними. По идее, я уже находился в зоне этой энергии и надеялся, что что-нибудь зафункционирует, но ничего работать не хотело. Крестьянин, приподнявшись, начал подкидывать ветки в костер. Вдруг он выронил хворост, схватившись за горло. Из горла торчала стрела. Крестьянин рухнул в костер, поднимая кучу искр в ночное небо. Я и остальные крестьяне вскочили. Второму крестьянину стрела попала в грудь. Пока подбегал к ним, он рухнул замертво. Крестьянка с воплями помчалась в лес. На опушку выскочили 4 человека. 3 окружили меня, 4 погнался за женщиной. «Здравствуйте, господин рыцарь», – начал один из них. «Мы уже думали, что не нагоним вас». Это были те наемники, которые шли в город наняться на службу. «Пошли бы с нами, глядишь, эти бедолаги остались бы в живых», – продолжил он, пнув труп крестьянина. «Доспех уж больно у вас хороший, да и лоша». Закончить его предложение ему помешал мой меч.
Сделав шаг вперед и резкий выпад, мечом попал ему прямо в рот. Часть меча вышла из затылка. Отразив щитом удары копья и меча, оттолкнул одного из нападавших. Тот рухнул на землю. Пока он поднимался, прикрываясь щитом от того, кто был на ногах, сверху вниз нанес удар в живот лежащему, пригвоздив его к земле. Продолжая прикрываться щитом, ногой уперся в живот, освобождая меч. После непродолжительной дуэли отсек третьему руку, затем рассек его от ключицы до середины тела. В это время подбегал уже четвертый с окровавленными клинками. Увидав, что его напарники лежат на земле, развернулся и попытался дать дёру. Я вогнал ему меч между лопаток. Бой был окончен. В воздухе стоял запах горелой плоти. Вдруг тела 4 бандитов начали уходить в землю. Земля поглощала их, пока они полностью не исчезли. Загорелся навык «поднять нежить». Как-то несознательно использовал его и оказался в скалистой местности. Красное небо было затянуто тяжелыми свинцовыми облаками, сверкали молнии. Неподалеку неподвижно стояли 4 фигуры. Они повернули свои головы ко мне. Это были бандиты, напавшие на нас. На их бескровных лицах не было видно ни малейших эмоций. Видны были раны, которые я им нанес. Они уже не кровоточили. Один из них держал свою руку. Без сомнений, они были мертвы. «Приказывайте!» – прозвучали голоса. При этом мог поспорить, что ни один из мертвецов и рта не раскрыл. В голову пришла одна мысль. «Пошли за мной!» – махнув мечом, сказал я. Оказался опять на поляне. Оглянувшись, увидел позади себя стоявших мертвецов. Тем временем, пока отлучался, лошадь облюбовала одного из крестьян, жадно его поглощая. Оглядел всех моих несчастных спутников. Им уже ничем нельзя было помочь. Приказал мертвецам копать могилы. Трупы принялись за дело. Похоронив крестьян, мертвецы опять повернулись ко мне в ожидании новых распоряжений. «Возвращайтесь обратно», – сказал я. «Пока что все». Мертвецов опять поглотила земля. Вскочив на лошадь, бросил последний взгляд на затухающий костер, освещавший 3 холмика. Помчался по направлению к дороге, ведущей в город под названием Канца. При въезде в город путь мне преградили городские стражники. Сказал им, что я странствующий наемник из далекой страны, что проездом, и пока здесь, то, возможно, помогу городу и его жителям в военном поприще. За вознаграждение, естественно. Или даже, возможно, поступлю на время на службу в армию к герцогу. Да, люди, знающие толк в военном деле, в нынешнее время на расхват. Оценивающий, смотря на меня, проговорил стражник. От службы в армии, сопровождения торговых грузов, телохранителей и богатеев до очистки территорий, страдавших от нападок. Иди в трактир «Пьяный кабан». Там ты сможешь узнать про интересующую тебя работу. Если надумаешь поступить на службу, то тебе надо пойти в помещение городского гарнизона. Узнав дорогу и поблагодарив солдат, направился к таверне. Трактир нашел довольно быстро. Оставив коня в конюшне при трактире и предупредив пацаненка, который прибирался там, чтобы не приближался к лошади, зашел в трактир. День только начинался, народу было мало, заказал выпивку. Так как делу трактирщика, мужчины за 50, среднего роста с широченными плечами, по имени Вец, было мало, он присел мне на уши, чему я был только рад. Информации получил всякой, но про источник энергии, который меня интересовал, он не знал ничего. Сказал, что возможно то, что ищу, может быть в лавках алхимиков или у магов. А если мне нужна работа, то на выбор или в ремесленном квартале, или на торговой площади можно найти. Но думаю, что тебя и другие виды работ могут заинтересовать, прищурившись, сказал трактирщик. А иначе зачем ты здесь? Здесь собираются владеющие мечом, луком и магией. Вон, кивнул он головой в сторону стены, на которой висела доска с листками объявлений. Можешь выбирать, что понравится, и то, что по силам. Но я сюда приехал не в поисках работы, поэтому, спросив, могу ли я тут остановиться, и получив утвердительный ответ, снял комнату. В комнате опять высыпал содержимое из мешка, что прихватил из замка.
Опять начал крутить-вертеть, но ничего не заработало. Что оставалось делать? Решил поспрашивать у специалистов, побродить по магическим лавкам. С этими мыслями направился к трактирщику, уточнить точное расположение всего этого. Получив нужные сведения, вышел на улицу. Каких только предметов мне не пытались всучить, выдавая за то, что я ищу. В каждом месте, где бы я ни спрашивал про источник энергии, видя мою полную неосведомленность в этом вопросе. Но так как в сфере своей деятельности «купи-перепродай, я собаку съел», хотя эти хитрые корейцы утверждали на следующий день, что это была не собака, но я им не верил. Отмечая сделку, мы с корейскими поставщиками конкретно выпили и завалились в какой-то ресторанчик, где по дороге в туалет, проходя мимо кухни, услышал собачье тявканье. До сих пор стараюсь отогнать эту мысль из головы. В общем, ничего не узнал и ни с чем вернулся в трактир в свою комнату. Так прошло 3 дня, на протяжении которых я гулял по городу и его окрестностям с 2 местными гидами, братом и сестрой 13 и 10 лет, которые знакомили меня с городом за 2 средние по размеру монетки из моего кошелька. Как я узнал, город был самым крайним, пограничным в герцогстве и достаточно молодым. Город быстро рос, желающих обосноваться на новом месте было достаточно много, и сюда приезжали не только с этого герцогства, но и со всего королевства. Новые земли, новые возможности. Город был обнесен каменной стеной. Каменные дома были преимущественно в центре, возле городской ратуши, но их было немного, а так в основном деревянные. Делами заведовали отцы-основатели города, они же крупные торговцы, главы ремесленных цехов и представитель герцога, он же командир гарнизона. И в городе не было Wi-Fi. В основном я ни на шаг не продвинулся в своих поисках. Благо деньги были для съема комнаты. Немного разобрался в местной валюте. Лягушки щедро отсыпали мне деньжат. В остальном уже не знал, что и делать. Начал подумывать о возвращении в замок и на несколько лет пропасть в библиотеке. На 4-й день меня позвал хозяин трактира. Он был в курсе моих безуспешных поисков. Все то время, когда я не бродил по городу, я сидел в таверне, и, естественно, мы с ним разговаривали. «Как успехи сегодня?» – махнув рукой, спросил меня трактирщик Вец, когда я возвращался после прогулки по городу. «Да никак. Такое ощущение, кто знает, тот не хочет рассказывать, а кто не знает, тот такое плетет», – вяло ответил я. «Есть у меня один хороший маг. Он меня частенько выручает, сопровождая мои покупки различной еды и выпивки, которые я закупаю в деревнях для нужд трактира. Как раз хотел вас познакомить. Он должен был появиться вчера, за рекомендательным письмом к моему поставщику, у которого закупаю провизию, чтобы потом сопроводить груз. Он очень ответственный человек. Я его очень давно знаю. Он не появился ни вчера, ни сегодня. Недели 1,5 назад пришла весть, что на одну из деревень напали гоблины. Город сформировал отряд из 40 наемников и отправил на помощь деревне. С ними поехал и мой знакомый. И как в воду канули, ни слуху, ни духу от них, хотя должны были уже вернуться. Паники никто еще не поднимал, но я волнуюсь, вздохнул трактирщик. Если ваши поиски все равно привели вас в тупик, не могли бы вы поискать моего мага? Уверен, он сможет ответить на ваши вопросы. Да и по поводу оплаты номера, если ваши поиски затянутся, мы сможем договориться.